Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Сегодня я хочу поиграть на сборке. Тут как раз есть легендарка, которая мне нужна в этой каточке для моего билда. В принципе, здесь и мехи есть, но и темпларка, Короче, тут очень много чего есть, на чем я бы хотел поиграть. Но буду я сегодня играть на, наверное, билде, который в предыдущем патче бесил абсолютно каждого игрока. Почему? Надеюсь, в этой каточке мне получится это показать, и вы узнаете, почему он настолько сильно бесил. Вот. Сборочка звучит так. Это боги, орки, шаманы плюс горн. Тут, в принципе, есть орк-пятерка. Надеюсь, он мне, конечно, рано придет. Но, зная свою удачу, он придет совершенно не рано. Ну что ж, давайте поговорим про плюсы и минусы этой сборочки. Сейчас, секундочку, я тут... Не, ну, тут как бы... Шкатулочку я возьму. Если мне эгида придет, то я, в принципе, смогу эгиду поставить со старта. Это будет вообще песенка. Я бы вообще Абадона бы хотел взять, но Абадона нету. Ну что ж. Расскажу про плюсы и минусы этой сборки. Во-первых, чем меньше у вас хп, тем, соответственно, вы становитесь сильнее. Второе. Есть огромный вариант развития событий, на чем вы будете играть через богов-орков. То есть вы можете играть боги-орки, чернокнижники, боги-орки, шаманы, боги-орки, горн. То есть у вас боги-орки и жрецы. Даже можно боги-жрецы потом перестроиться в полноценных и выносить все и вся. Беру Марса, потому что он довольно-таки хорошо стакается с моими персонажами. Стата бы, конечно, я хотел немножечко другие предметы, чем эти. Но, в принципе, кристалл жизни я возьму. Чуть дольше поживет, соответственно, больше покрутится. В принципе, why not? Why not? Вот. Плюсы. Вечная крутилка, которая полностью игнорирует магический урон. Это раз. Наносит очень много магического урона. Полностью игнорирует чуть ли не абсолютно каждый дебаф вашего противника, кроме баша 4 тира, естественно. Ну и, соответственно, хекс 5 тира, поэтому вам все равно придется деф предметы брать какие-нибудь, то есть экзорцизм, там щит 5 тира на отражение, бессмертие. То есть вам все равно придется какие-то предметы брать на подсейв. Предметы ужасные упали. Вот это я люблю. Вот это как раз имба. Отлично. Я вот думаю поставить Марса, чтоб... Я думаю, да, поставлю. А поставлю, знаете, по какой причине? Потому что у меня есть орк, у него плюс 300 хп, плюс острые наручи, поэтому вероятность срабатывания наручей намного выше. Там чел как раз играет сейчас на нежити. Вот я вам покажу, как работают боги-орки против нежити, естественно. Но если получится, еще шамана доставлю. И гором поставлю, чтобы нежить не очень хорошо жила. На самом деле у меня очень долго копилась мана, из-за этого у меня Джаггер очень много времени потратил на свои раскруточки. Раскрутился бы он чуть-чуть раньше, было бы намного лучше. Но, как видите, ситуация обернулась ко мне 5-й точкой, к сожалению. Ну что ж. Вау. Вау. Ничего себе. Это, конечно, не Акс. Но, в принципе, почему нет? Я поставлю немножечко богов, и будет вот так вот у меня. Я бы, на самом деле, Дискорд бы хотел, наверное, скипнуть. Не знаю, мне Дискорд не особо как-то нравится. Я очень надеюсь, что мне Джаггер придет ранний. Эта сборка, боги-орки, не боится почти любой билд. Вообще почти любой билд не боится. Она боится только кунг-фу, который будет играть через Марс и через МК. Это первый момент. Она боится ведьмаков-убийц. И она боится Свена, ведьмаков, драконов. То есть вот этот вот билд она очень сильно боится, потому что даже огромное количество хп не спасут ни Джаггера, никого в принципе. Чего вот панда пришла, он просто крутится на моем лице и все. Но у меня есть кабанчик магический. Сейчас тебя кабанчик задушит, смотри. Оп. Ну как-то так, как-то так. Ладно. Не. Тут 100% орки. Тут даже нечего добавить. На самом деле что? Можно было попробовать купить Разора. Ну не знаю, мне кажется, Разор будет не настолько эффективен, как Огр. Объясню почему. Если Огр накинет свою способность правильно, даже вот на охотника орка, там, на шаман лавы, либо же на жреца, который орк, это будет огромный плюс. Я думаю, это будет намного лучше, чем я поставил бы сейчас Разора, допустим. Разора я мог поставить, это продав двух агров. Но мне кажется, импакт в действительности будет намного выше, если я
сделаю именно так. Все-таки, как-никак, 2 раза закатить свою способность, это очень сильно. Вот смотрите, сейчас у Джаггера будет бескдшная крутилка. Это очень сильно. Я думаю, это прям, ну, замечательно. Шаманчика, кстати, забыл взять из расширенного пула, но ничего страшного. Думаю, 1 раунд не беда. Вряд ли бы он мне пришел на 5 уровне. Вот очень вряд ли. Вот просто смотрите, присумонил, минус 9 на лицо насумонил. Не, ну Акс это серьезная заявочка. Я даже, ну, пока Акс мне, конечно, не нужен. Я мог бы поставить богов. Я, наверное, SF, кстати, еще возьму. Чем черт не шутит, возьму SF. Я ж немножко чуть подавился. Вот. Плюсы. Огромное количество хп. Огромное количество вариаций, как вы можете из богов орков перестроиться. Соответственно, вы можете на орках играть как через Джаггера, так через Шамана Лавы, так и играть через орка-жреца, который суммонит. То есть есть целых 4 вариации, как вы можете керрить. То есть вы еще Шаман Лавы можете закеррить. Почему я говорю за Шамана Лавы? Потому что если он будет в троечку, это огромный чистый урон, который просто неудержим. Максимально неудержим. Такого сайленса не делает никто. Я, кстати, наверное, сейчас панду поставлю. Может мне повезет. Или не рисковать. Или не рисковать. То есть мне пришли 4 орка вот так со старта. А тебе пришла эгида в двойку. Но я тоже бы хотел эгида в двойку. Вот прикиньте, сейчас в текущий мой билд мне бы эгида в двойку пришла. Под дискордом это было бы разнос. Это такой разнос был бы, что всем разносом разнос. Сейчас посмотрим. Я панду оставил. Если придет панда, хорошо. Не придет, ну что ж. Так вот. Еще один огромный плюс. Если вы играете через Джаггера, вы полностью нивелируете весь магический урон. Ну, как сказать полностью. На 80% вы нивелируете весь магический урон. И это, извините меня, такого... Я не знаю, кто может еще сделать. Да никто не может такого сделать. Вы полностью нивелируете... Но это не считается. Это не считается, если что. Ну, кабанчик, ну что ты меня так подводишь? Тычечка осталась, чтобы добить одного и второго. Ну, добротное усиление, кстати. Добротное усиление. Не знаю, может панду эту выкинуть, и все. Я, наверное, да, эту панду выкину, лучше поставлю богов немножечко. Банш, наверное, пока оставлю, хотя если я проиграю раунд, или не оставить, или оставить. Мне, в принципе, вот этот вот орк, он не особо нужен. Хотя можно для старта было бы и поставить. Может быть, вместо Шамана Лавы бы я его поставил, получил бы 6 брони. Но Шаман Лавы сильный сам по себе. А орка-охотника я не хочу скипать. Суммоны мне нужны. Суммоны тоже очень сильные. И Сайленс сильный. Короче, а что вы думаете? Вот прямо сейчас напишите мне в комментариях, что вы думаете. Лучше бы я сейчас поставил воинов, или же бы остался так? Я думаю, лучше пока оставить так. ХП есть, все есть. В принципе, отлично. И, кстати, вот через богов орков очень комфортно играть. Каждый персонаж максимально сильный, максимально импактный. Тут нету бесполезных персонажей, ну, кроме Акса. Акс, ну, хотя на самом деле и от Акса тоже есть польза. Вот я сейчас говорю, что это максимально бесполезный персонаж, хотя нет. От Акса тоже есть польза. Как-никак, он может на себя заагрить персонажей, дать вашим оркам сейчас баф воинов, это, извините меня, на 6 брони, а потом умножается, это, соответственно, 12 брони. И, соответственно, у вас будет 18 брони со старта, это прям нормально, такой бонус. Поэтому, ребят, играть через богу орков, вот в предыдущем патче, как же это было душно. Да я вам скажу так, в этом патче я поиграл несколько раз на богах орках, и скажу так, на богах орках тоже очень душно играть, потому что разнообразие покоряет ваше воображение. Вы можете делать все, что хотите с этим билдом. Вы можете играть боги, орки, шаманы, боги, жрецы. Вы можете играть боги, орки, жрецы. Вы можете играть боги, орки через суммоны. То есть вы можете охотника орка апать, охотника орка, жреца. То есть вариаций тонна. И самое смешное, что в текущей мете, где нежить вам срезает половину хп, орки же компенсируют, грубо говоря, это. Чем меньше у вас хп, тем, соответственно, вы сильнее. Соответственно, тот множитель орков, который вам дает... Оба предмета хороши. Я, наверное, возьму все-таки рок войны. Он очень сильный. Если мне придет орк-охотник сейчас в двойку, я передаю просто орк-охотнику этот рок войны, и все. Там кабанчик будет испепелять все на свете. Он все на своем пути будет вот так вот просто под откос брать.
Я, кстати, воинов немножко поставлю. Я просто хочу посмотреть, насколько это будет сильно. Все-таки как-никак, но 6 брони это неплохо. Вот смотрите, ну, сейчас, конечно, да, меня развалят, скорее всего, но просто Орк-жрец взял, присумонил обратно Джаггера. У меня Джаггера не в двойку. У меня в целом двоек мало. Было бы у меня чуть-чуть больше двоек, было бы все совершенно по-иному. Но нет. Надо выходить быстро в 50 монет и брать уровень. С уровнем моя сборка будет только намного сильнее становиться. Я, наверное, сейчас или нет, или да, или делать, или не делать. Оставить орков-жрецов или не оставить орков-жрецов. Просто два этих орка-жреца, они очень сильны. Извините меня, присумонить фигуру сразу с фулл-маной, это очень сильно. Конечно, вы можете какую-то бесполезную фигуру присумонить, но... Я, наверное, пока так оставлю. Хотя, может быть, и богов было. Короче, на рассуждение вам в комментариях. Лучше бы оставить было богов или не оставить? Вот сейчас, кстати, еще один минус. Я вам показываю прямо в прямом эфире, без смс-регистрации. Ладно. Короче, я думаю, вы заметили, когда никто не умер, жрец это ничего не суммонит. Но только что умер мой жрец-орк. Соответственно, второй жрец его присуммонил с фулмана, и он сразу присуммонил еще одного какого-то типочка. Гениально. В самом деле, я сам в замешательстве, что было бы лучше. Но мне кажется, сейчас, вот как я поставил свой стол, намного лучше выглядит, чем как-то по-другому. Теперь перейдем к минусам. Что боится эта сборка? А эта сборка боится всего лишь одного. Если вам не придет маска 5-го тира. Если вам не приходит маска 5-го тира, у вас становится проблема. У вас нет отхила. У вас начинают разбирать. А так как у вас единственная сила это орк-джаггер, и если он придет максимально быстро в двойку, в тройку, то извините меня, когда он приходит в тройку максимально рано, и у вас еще есть маска 5-го тира, то все, сушите весла. Этот крутильщик будет выносить все. Знаете почему? Потому что на него не будет работать... Вау. Вау. Так я все предметы сейчас отдам в этого орка-охотника. Вот этот предмет я скипну, он мне не нужен. Мана плюс 50 возьму. Мне нужно, чтобы как можно быстрее сейчас суммонил этот орк-охотник. Так вот. Приходит вам Джаггер ранний. Вы будете раскручивать все и все. Но перейду к минусам. Я уже 10 раз хочу перейти к минусам, но из-за того, что происходят какие-то такие события, я не могу сконцентрироваться на мысли и сказать вам до конца свою мысль. О, как говорит, да? Так вот. О, боже, опять это так вот. Минусы. Моментальный урон. Эту сборку душит нереально. До невозможности сильно душит эту сборку. Потому что драконы, ведьмаки и Свен разбирают богов-орков на раз-два. Это первое. Второе. Убийцы-ведьмаки тоже разбирают эту сборку на раз-два. Обычных убийц вы еще можете законтрить всякими там кирасами, всякой там броней и тому подобное. То есть обычных убийц еще вы можете законтрить, пережить хпшками, но те две сборки вы пережить, извините, уже не можете. Бы мне усиление какое-то адекватное пришло. Пока что у меня нету адекватного усиления. Мне пришел там Гранд Геральт, но я взять его не могу. Кстати, напишите в комментах, хоть раз кто-то Гранд Геральда, он же Рубик, собирал в тройку. Насколько сильно это было собрать в тройку Рубика? Как по мне, это прикольно отчасти. Правда, если он какой-то бесполезный скилл не сворует. Если он сворует бесполезный скилл, то, извините меня, это useless персонаж. Но, чтобы я не натворил бед, расскажите вы мне. Напишите в комментариях, кто собирал его хоть раз в тройку, и насколько это было импактно, и насколько это было не руина. Сейчас, кстати, у меня ситуация довольно-таки хорошая. У меня 89 хп, 40 монет на 15 раунде, плюс такие хорошие фигуры. Если сейчас приходит в двойку орк-жрец, в двойку джаггер, в двойку шаман-лавы, все. Я надеюсь, что сейчас мне бусы выпадут. Бусы, давай, бусы. А, подожди, какие бусы? Я, кстати, лучше талисман-счетчика возьму. Талисман-счетчик идеальный предмет. Особенно, когда вы играете на орках-багах. Вот, кстати, я вот говорил, что моментальный урон очень сильно душит, но тут игра в обе калитки. То есть в обе ворота. Талисман счетчика вы можете закинуть в своего орка, и когда его будут пытаться ваншотать, он работает 5 секунд. Или 4.
Не помню. 5 секунд. И, соответственно, он будет возвращать 50% урона в чистом эквиваленте. Соответственно, сами вдумайтесь, если вам приходят убийцы-ведьмаки, дают вам чистым уроном 3-4 тысячи урона, 2000 они возвращают себе. И, соответственно, если у вас есть маска 5-го тира, вы весь урон, который нанесли 2000, отхиливаете еще себе. А так как у орков, извините меня, овертон на хп, там будет около 5-6 тысяч хп на шмотках, вас ваншотнуть не смогут. Так же самое это касается и Свена. Если против вас есть Свен, вы можете... Слышь ты, чел! Отдай мне моих 2 шаманов. Дорогой ты мой. Это мои 2 шамана. Верни их на базу, слышишь? Ему очень сильно пришло, кстати. Да, он сролился, да, у него денег нет, но он сейчас на винстрике, он себе эту привилегию вернет. Но тогда уже, наверное, будет поздно. Я, кстати, сейчас, наверное, фул богов выставлю. Наверное. Надо подумать. Ну да. О, все. А теперь смотрите импакт. У меня сейчас этот орк-охотник будет суммонить тонну своих пингвинов. Ну ладно, кабанчиков, не пингвинов. Пингвинов это как-то обидно звучит. Он будет суммонить сейчас своих кабанчиков. И все будет в ажуре. Все будет в ажуре. Мне, кстати, вот этот орк... Короче, акс, он мне не нужен. Он в целом мне не нужен, но пока он пригодится мне. Для моего полного стола он мне нужен. Если сейчас я раунд выиграю, я его продам. Если же не выиграю, соответственно, я оставлю. Хотя я тут, походу, выигрываю. Вот все. Сейчас будет вечная крутилка. Если бы у меня бусы 3-го тира были, я уже был бы неубиваемый. И против меня противник ничего бы не смог сделать. Кстати, боги-орки с шаманами очень сильно душат зверей. Очень сильно, если у вас хорошие предметы. Вам на Джаггера нужны несколько предметов. Это маска 5-го тира, радик, алое сердце, взгляд Азеса. Обязательно взгляд Азеса. Просто смотрите, 4 кабанчика. Насколько же это сильно. Насколько же я дурак. Я забыл только что продать акцию. К черту. Ладно. Это уже такое. В общем, это сборка. Если, ну, кстати, ребят, кто там говорил, что насколько мне везет, вот смотрите. Джаггер у меня до сих пор в единицу стоит. Он не в двойку, он в единицу. Здесь бы задышитесь от рандома. Кто-то Джаггера до 20 раунда собирает уже в тройку. Несмотря на то, что он сидит в инкаме. Он не ролится. Он берет уровень и собирает его в тройку параллельно. Но, знаете, грех мне жаловаться. Мне уже со старта довольно-таки сильный стол пришел. Сейчас вот, кстати, против меня нежить. И вот смотрите, что происходит против него. Я кабанов суммоню миллион, и чел ничего не может сделать. А что такое? Посмотрите, как кабанчик льется. Это настолько сильный... Ой. В общем, если вам со старта пришел орк-охотник в двойку, и приходит рок войны, который ускоряет скорость атаки суммоном, делайте. Делайте его керри со старта. На 3-4 раунде вполне реально, что он придет в двойку. И если он придет рок войны, поверьте, этот кабан задушит весь... Не знаю, он вам сделает игру до 10 раунда как минимум. А дальше уже будет, наверное, немножечко сложнее. В принципе, по минусам я довольно-таки прошелся. Самое главное, это моментальный урон. Моментальный урон, куча снижения урона очень сильно могут задушить вас. Естественно, кстати, воины вас тоже могут задушить. Потому что если вы будете играть через Джаггера, и у вас не будет каких-то предметов на отхил, ваше количество хп будет неумолимо быстро идти вниз. И, соответственно, ничего вы сделать с этим не сможете. Все. Суши весла, как говорится. Ну, моя любимая фраза. Суши весла. Не, на самом деле, моя любимая фраза это наныл. Так может я наною сейчас на свой вот этот отличный рандом. Просто посмотрите. Сколько? Минус 11. Как мед по сердцу. В принципе, по минусам поговорили, по плюсам поговорили. А теперь давайте вернемся к каточке. И полноценно в нее погрузимся. Вот полноценно. Если, кстати, у кого-то какие-то вопросы остались, не стесняйтесь задавать мне эти вопросы в комментарии. Я на все комментарии отвечаю, поэтому не стесняемся, задаем вопросы, я на них отвечу. Вдруг кому-то что-то непонятно, вдруг что-то еще. Если у кого-то что-то вообще еще в целом остается по игре, и вы хотите более открытый фидбэк получить, вы можете подписаться на мой телеграм-канал, он в комментариях закреплен. Там у нас чат комьюнити, мы все общаемся, переписываемся и все такое. Поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь, будем создавать мое сообщество. Как-то так. О, какую рекламку делал, да, по сути, Лего? О, Кристалл Мана, кстати, отличный предмет.
Он мне как раз пригодится сейчас. Еще самый главный минус. Драконы, маги, боги могут очень сильно заруинить игру Джаггеру, если он не начнет крутиться моментально чуть ли. Потому что если там будет 9 магов, 5 драконов, 4 бога, вы из обледенения не выйдете от слова совсем. Я, кстати, возьму, наверное, ничего пока что. Кстати. Секунду. Я шарбезно сейчас не взял по той причине, что у меня Джаггер же будет под вечной крутилкой. Смысл мне от этого шарбезны? Мне элементарно будет достаточно БКБ, чтобы мой Джаггер успел закрутиться. А когда он закрутится, извините меня, когда будет у меня маска 5-го тира, либо же бусы 3-го тира, у чулов не будет шансов на мага. Я буду душить их своей крутилочкой. Мне бы в идеале сейчас упал бы взгляд АЗС, либо же бусы. Взгляд АЗС на Джаггера имба. Во-первых, вы постоянно всех дебафаете, нон-стопом. Замедляете скорость атаки, замедляете скорость регенерации. Вы душите. О май! Жрецы? Против меня? Ты жрецов против меня выкатил? Ты сейчас серьезно? Ты меня еще и душанешь, да? Молодой. О, кстати, еще одно противодействие. Правда, это не в лейтгейме, но все равно это тоже противодействие. О, 9 монеточек, спасибо. А вот, кстати, вам и жрецы. На 21 хп чел снес мне минус 16. О май! О май гаш! Усиление! Как мед по сердцу. Ой, ты боже. Спасибо тебе, родной. Спасибо тебе, родной, за такое усиление. Как с барского плеча ты мне его дал. Джаггер на 22 раунде 2-го уровня. Что скажете? Ну, по-любому скиллуха решила. На самом деле, мне очень не хватает предмета. О, кстати, нежить. Снова. Но сейчас пока тут чернокнижники, но в целом это нежить. Ну, псевдо-нежить, давайте так назовем. Ну, без регена тяжело, конечно. Там 4 нежити, 4 чернокнижника, 76 монет. Ух. Спасибо, хотя бы не 9 нежити выкатил. Это уже радует. Вот то, что я говорил. Если у вас не будет нужного предмета, будет вот такая ситуация. Ну и, соответственно, извините, у меня Джаггер не пришел. Пришел бы мне намного раньше Джаггер, было бы все в ажуре. Не знаю, может пытаться ролить. В самом деле, мне, наверное, кажется, стоит попробовать. Или не стоит. Я в неком замешательстве. Но на самом деле, если я найду маску 5-го тира, меня здесь уже ничего не остановит. Я всех просто порублю на мясо. Ну вот еще 9 воинов окатывается. Вот 9 воинов, это такая заноза. Что вы понимали, без регена у меня Джаггер сам себя выкрутит. Выжмет до талого. Я надеюсь, конечно, ты не доживешь до лейта. 32 хп, но в принципе, да, он не доживет до лейта. Это хорошо. Надо максимально быстро 10 брать. Как только я максимально быстро достигну 10 уровня, если мне повезет, я найду орка-чернокнижника, который суммонит големов, это будет вообще песня. А если я еще хана найду, то я просто возьму себе еще и хана поставлю. А там у меня будет 4 бога, 6 орков. Ясно. Вен нашел себе 9 воинов. Вот, кстати, если сейчас ко мне 9 воинов придут, вы увидите всю боль и унижение в мою сторону. Но больше всего мне бесит Вен, который нашел хана. Вот, посмотрим сейчас, что со мной сделает 9 воинов. Вот, смотрите на Джаггера. А все. Импакт Джаггера заканчивается. А потому что каждый мой тик урона возвращает мне весь от всего урона их брони. Короче, он у меня вечно крутится, вечно каждую секунду наносит какой-то урон. Соответственно, чем их больше, тем быстрее он умирает. Так как нет никакого отхила. Благо, я сейчас предметы не скипнул, у меня кабанчики душат их невозможно. До невозможности. Кабанчики имба.
Уровень, уровень. Нужно брать уровень. Кстати, еще один момент. Самый крайний случай, если у вас максимально все плохо, вы ставите себе... Ну как? Ну как это... Как? Фулл мехи мне сейчас не страшны. Вообще не страшны. У него 7 хп, у него 16 монет, у него фулл мехи, фулл цвета, но они мне вообще не страшны. Я больше в шоке с того, что я Джаггера в двойку не смог собрать себе. До 22 уровня в двойку. Зато чел на 9 уровне находится и темпларку, и хана. Это нормально? Во! Ну чё, молимся всем богам, чтоб мне лич... А нежить находит лича. Не, ну скиллуха. Что могу сказать? Скиллуха это такая тема, ну серьезная. И вот тут напишите мне сейчас, что... Санечка, Санечка, все в порядке. На самом деле я взял уровень и бездумно взял уровень. Я бездумно сейчас взял уровень. А знаете почему? Потому что мне особо и ставить-то некого. А из инкама я вышел. Зато ЗС отлично. Хотя и бусы там были. Но бусы мне сейчас не нужны. Я попробую шмотку рольнуть. Острый наруч я, наверное... скипну. Мать моя, в кисло-сладком. Какой же бесячий рандом. Кому-то личи на 9 уровне с первого ролла, кому-то ханы, темпларки. А кто-то Саня с Джаггером на 22 уровне в двойку. Так я не договорил свою мысль по поводу того, что на богах-орках вы можете взять и сделать себе фулл жрецов. 5 жрецов поставить, 4 бога. Соответственно, у вас там будет какой-то там уровень. Если у вас есть отпечатки, то вы, в принципе, можете на 10 уровне выставить просто 5 фигур и брать 5 персонажей под контроль, если у вас есть отпечатки. Ну вот, мне не хватает... Ой, боже ты мой. Там кунфуист еще. Минус 24 на лицо выкатил. Спасибо, дорогой. Всегда мечтал получить минус 24 на лицо. Спасибо за усиление. Очень вовремя, очень надежно. Не знаешь, сролиться, наверное, полностью надо. Я, наверное, попробую сролиться полностью. О. А вот это уже другой разговор. Вот это я... Вот этот подгон я оценил. Этот подгон хороший. Хотел сказать поддон. Кстати, я сейчас не жреца возьму, но я его, наверное, даже в тройку, в двойку не соберу. То есть я ни в какую промежуток не смогу собрать. Можно, кстати, попробовать чернокнижника выставить. Хотя 10% меня вряд ли спасут. Но, кстати, видели? Вот этот вот визаж. Он в доте называется визаж. Только что, когда перевоплотился он у него в тройку, он восстановил себе вот столечко хп. А вот, кстати, против меня и нежить. Вот смотрите, что происходит. Меня душит. У меня пока проблемы. Жесткие проблемы, если я не найду маску 5 тира. Зато яйцо как тут как на дрожжах вырастило. Я как-то так сделаю. Рок отдам этому жрецу. Потому что когда будет этот жрец суммонить, у него все суммоны будут с огромным... Смогу ли? Надо рисковать. Я возвратку беру. Скипать возвратку это плохо, хотя мне очень сильно нужна маска. Вот прям кровь из носа, мне нужна маска. Естественно. А, кстати, а где... Успей. Фу, успел. Все, теперь мне ничего не страшно. У меня сейчас Джаггер вечно крутиться будет. Единственное, что мне страшно, это, скорее всего, то, что ты не можешь с руки только задушить. А все. Видите, как магу хорошо живется? Я бы сказал, шикарно и прелестно ему живется. Дорогой мой. Крутилочку ты решил побороть своими магами. Ага. Удачи. Спасибо, Джаггер. Ой.
Душно. Заметили, как-то душно стало? Где мой хан? Вот где мой хан? Мне нужен хан, мне нужен шаман. Горн. Я поставлю себе 4 шамана. В общем, придет шаман Горн, я оставлю себе 4 шамана, и ситуация намного-намного профитнее становится. Вот в разы профитнее. Моя ситуация из плохой в резко хорошую перейдет. Я очень надеюсь, что сейчас ко мне не придет нежить. Хотя, может, уже и придет. В принципе, я ее особо не страшусь. У меня хороший предмет. А, вот и пришла нежить. Автохекс сработал сразу на этого визажа. Хорош. И Сайленс. А, так все, я тебя задушил. Вот, показываю без смс-регистрации, что происходит с нежитью, когда все как надо. А знаете, почему все как надо? Потому что орк-жрец присумонил Варлока, легендарную фигуру. А тот, в свою очередь, присумонил что? Верно. Големов. Которые выкатились ему на лицо и все. А еще, кстати, плюс огромный, это то, что Джаггер вечно крутится, и Муэрто свои 6 секунд дамага, которые вносит. Вот это вот окошечко. Вот эти вот 6 секунд дамага, он не наносит Джаггеру ничего. Даже с критами, даже со всеми предметами. Вообще Джаггер классный персонаж. Не знаю, мне очень он нравится. Я, кстати, поставлю все-таки эти 10% от хила. Может, это поможет. Я не уверен, но может быть поможет. Там просто, чтобы вы понимали, будет, ну, сколько? Наныл. Яичко наныл. Ну, яичко надо брать. Яичко надо брать. Я блокирую стол. Яйцо мне 100% надо. Я его куплю. Я очень надеюсь, что мне сейчас хотя бы упадет алое сердце, которое будет давать 150 кп регена. Для Джаггера, кто думает, что это мало, нет, ребят, это не мало. Это много. Очень много. Так как он будет свои крутилки полностью неуязвим от магии, это будет очень много. Просто два хороших там предмета упало, но алое сердце я больше хочу. Я его больше хочу. Теперь надо подумать, кому колечко отдать. Жалко, еще и ко мне не пришел шаман Горн. Пришел бы шаман Горн, было бы все попроще. Попробую. О! О! Кристалл плюс 40 мана. Отлично. Отлично. Там есть жрец. Вот, бог орк-жрец. Видите? Он себе 8 фигур выставил, он будет 2 брать под контроль и суммонить. Там у него суммонер нормальный такой. Минус в том, что он всех как-то кучно делает. Из-за того, что он делает всех кучно, у него будет огромная проблема. Ну что, покрутимся. В предыдущем сезоне, или в предыдущем патче, до выхода Муэрте, вы видели шмотки этого орка-жреца? Обалдеть. Вот это душнило. Да. Мне нужно будет попробовать найти кристалл. Не кристалл, а медальон. По-любому нужно будет найти этот медальон, иначе будет все очень туго. Если он возьмет моего Джаггера под контроль, он меня просто перекрутит. Тут еще кунг-фу шаман собирается, это тоже очень проблемно. Очень проблемно, я бы сказал бы. Без грамма преувеличения это будет огромная проблема для меня. У него не фуловое кунг-фу, но с фуловым кунг-фу он бы меня так душил. Отлично. Отлично. Я даже яйцо не пожалею в тебя. Варлок в двойку на 32-м раунде. Спасибо, рандом. Так, 9 магов. Надо брать. Да, талисман не нужен. Кровь из носа, талисман не нужен. Варлока он не возьмет под контроль. Это тот, кто големов сумонит. Он не возьмет. Он может максимум взять это моего жреца, Орока, Джаггера. Да и в принципе все. Да, он больше никого не возьмет. Самых важных он скорее всего возьмет это орка-жреца моего. И вот, кстати, плюс. Когда я выставлю шаманов, какие же у него проблемы начнутся? Если он будет брать моих шаманов под контроль, ну, этот контроль просто сбросится. У нас 9 магов. Ну что, дорогой? Нет, 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 нет.
Нет. Ну, спасибо, хотя бы големы появились немножко. И благо, что хотя бы Гранд Геральт мог ставить свою тучку. Но чуть-чуть не повезло. Ну как не повезло? Но все хп он мне не даст? Или даст? Не даст. Если бы у него были в двойку котел, в двойку Джакира, он бы мне 100% до все хп выкатил. Ой, спасибо, дорогой. Спасибо тебе огромное, что ты на 32-м раунде ко мне пришел. Угу. Я не верю, что вот эти вот... Сколько там? 10% от хила от чернокнижников меня спасут, поэтому я как бы выставляю лучше так. Я лучше поставлю горн. И пусть нежить хотя бы немножечко бьется в этот горн. Душно, конечно, очень душно. Максимально душно, я бы сказал бы. Но то, что там 9 магов такие жесткие, это проблема немножко для меня. Мне по-любому нужно будет здесь БКБ. Без БКБ, кстати, там же есть еще и шаман, поэтому БКБ мне здесь 100% надо. Но больше всего мне надо это маска 5-го тира. Я очень надеюсь, я молюсь всем богам рандома, чтобы мне пришла маска 5-го тира. Ну вот, кстати, сейчас он взял моего орка-жреца под контроль, но знаете, в чем проблема? А ману-то он не нарегенит. Чем ты суммонить собрался, дорогой мой? Ой-ой-ой, какой у тебя там жесткий орк-жрец. Благо у меня есть взгляд Азеса. Без взгляда Азеса бы я бы не смог, наверное, его так жестко вынести. Сколько дал минус? Мед по душе. О, ты решил улучшиться? Ну давай. А можно Джаггера? Можно? Яичко? Ну ладно, спасибо. А Джаггера можно? Джаггер выйдет погулять? У меня 8 хп осталось. 34 раунд. А Джаггера у меня все равно в двоечку. Джаггера. Джаггера в двоечку. Зато мой противник Джакира себе в двойку нашел. С такими хорошими предметами. Да. Ну что ж. Фух. Последние ролики у меня выходили довольно-таки легкие, изичные, как много кто говорил. Вот, ребят, вам потная каточка в очень плохой ситуации. Я бы сказал, даже в максимально плохой ситуации чел Марсик тройку себе нашел. Благо он не на фуловом кунг-фу играет. Если бы он на фуловом кунг-фу играл, какие же у меня жесткие проблемы были бы. Я думаю, все прекрасно это понимают. Если бы он себе нашел фуловое кунг-фу, как же он меня душил. О, ос вылетел. Это маг вылетел. Ух ты, Джокер. А еще будет? Блокирую. Блокирую его. Спасибо. Рандом сегодня на моей стороне. Я нашел Джаггера, еще одного. Я сейчас соберу Джаггера в тройку через яйца. Да. На самом деле, я, если что, рофлюсь с такого рандома. Это меня даже не особо бомбит. Я негодую, это 100%. Негодую, я бы сказал, на 120%. Потому что, извините меня, мои противники находят себе легендарочки в двоечку на 9 уровне. На минуточку. А я Джаггера не могу найти. На 34-м раунде я его нашел только. Ну, на 35-м, ладно. На 35-м раунде найти себе Джаггера в тройку. И то через яйца. Интересно, если бы я яйца сейчас не использовал, чтобы апнуть Джаггера, что было бы? БКБ я все-таки возьму. Я думаю, стоит взять БКБ. Хотя, рефрешер мне получше, кажется. Я объясню, почему я взял рефрешер. Одно мгновение. Во-первых, мага теперь нету. Предмет, конечно, замечательно мне упал. Ладно. Мне бы в идеале просто мана плюс 40 нужна была бы. Если бы была у меня мана плюс 40, стало бы намного легче играть. Ну, ладно. В общем, свое решение я объясняю тем, что у меня есть орк-жрец, который суммонит еще одни фигуры. Под рефрешером
Он будет максимально быстро себе ману регенить, это первое. Второе, он будет суммонить 2 раза подряд со старта. Он может присуммонить 2 двойки, очень серьезно. То есть 2 хана он может присуммонить сразу, либо же 2 орка-жреца. Вот, кстати, сейчас против меня жрец. Работает это в обе стороны, кстати. А я чуть не понял, конечно, почему орк-жрец мой не суммонил. Наверное, из-за того, что ни одна фигура не умерла, ни противника, ни моя, и поэтому он не суммонил, поэтому 9 секунд он просто постоял в контроле. Ну, как-то от пользы, конечно, вот моего орка-жреца было такое. Душно. Не, но все равно присуммонил. Хоть чуть-чуть, но присуммонил. Ну ты, падла, на 4 хп выжил. Благо тебя там еще один чел выносит. Если бы тебя второй чел не выносил, я бы очень сильно негодовал. Классно то, что чел не собирает себе фуловое кунг-фу. Я не знаю, по какой причине он это делает. Либо он не знает, как это сделать. Либо же он верит, что... Я не знаю, что он верит. Я умываю руки, поэтому я даже догадываться не знаю на чем. Почему не собирать себе фуловое кунг-фу? Скорее всего, этот парень не знает, как собрать себе фуловое кунг-фу, и поэтому он делает как-то так. Я, кстати, сейчас орка-жреца перекину на левую сторону. Объясню почему. Как берут жрецы под контроль? Они берут фигуру с наивысшей ценностью, то есть самую дорогую вашу фигуру под контроль, эквивалента своей продажи. То есть, допустим, за 6 монет продается, и у вас есть фигура фиолетовая тоже за 6 монет, она, естественно, будет... О, он вылетел. Какая радость. Так вот. Не надо, дядя. Не души меня. Ну, вроде не должен. Был бы Башер, я думал, был бы у него фуловый кунг-фу, у него... Не-н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 е. Не умри. Только не сейчас. Если я сейчас умру, мне все... Фу. Благо на иллюзии кунг-фу не работает. Огромный плюс то, что на иллюзии не работает кунг-фу. Вот это реально огромнейший плюс. Надо маска 5-го тира. Пожалуйста. О! О! А вот теперь игра заиграет совершенно другими красками. Ну что, ребятки. Вы готовы, дети? Сейчас контент пойдет на 110%. А что по улучшению? Мои шаманчики улучшатся сегодня? Ну скажу так. Чел не собрал себе фуловое кунг-фу. Он мог меня спокойно вынести, если бы собрал фуловое кунг-фу. Но сейчас у него нет ни единого шанса на победу. Я гарантию даю на то, что у него нет ни единого шанса. Вот 0. Zero. Все, ему GG. Присумонил, конечно, мой орк-жрец вот такую фигуру. Не спорю. Не, ну агро... О, не, ну это хорошая фигура. Он мне ничего не сносит даже. Смотрите, насколько у меня много регена хп. ХП регена. Не, ну мед. Ну мед. Как хорошо, что ты, чел, не собрал фуловое кунг-фу. Молодец тебе. Я бы тебе руку пожал в реальности. Ну, последний игрок. Я не знаю, каким образом он в Инвена выигрывал, но, скорее всего, он выигрывал как бы из-за того, что у него шамана. А он брал шамана под контроль. Как-то так. Ну, катка получилась максимально эпичной. Я до конца, на самом деле, не верил в том, что я могу выиграть вообще здесь. И давайте все-таки поговорим про плюсы и минусы. Быстро пройдусь снова. Вот. В конце снова пройдусь по плюсам и минусам. Смотрите, плюсы. Огромное количество хп. Множество сборок вы просто переживаете налегке. Если вы играете через Джаггера, вы можете не опасаться абсолютно магов. Вот абсолютно магов можете не опасаться, потому что у вас Джаггер вечно крутится вот так вот. Раскручивает все, что только есть на вашем пути. Все, что нужно для Джаггера. Маска 5-го тира. Вся. Это победа. В идеале маска 5-го тира, алое сердце, радик, щит отражения, бессмертие. Можно пару предметов на магический урон. То есть это 3-го тира посох, который настакивается, там дает плюс 100% к магическому урону. Либо же, если против вас есть моментальный урон, 2-го тира талисман счетчика. Очень хорошо спасает. Если против вас действительно много физического урона, то не чистого, а именно физического, Кераса вполне справляется со своей задачей. Хилит, защищает
будь здоров. Никаких проблем у вас не будет против физурона. Что касается зверей суммонов. Если у вас хорошие предметы, зверей вы не ощущаете. Взгляд Азеса, кстати, это очень важный предмет на Джаггера. Так как он весь хп-реген вашего противника срезает напрочь. Плюс замедляет скорость атаки. Взгляд Азеса не скипайте. Тут, когда вам третьего тира падают бусы, либо же взгляд Азеса, смотрите то, что вам в действительности нужно конкретно сейчас. Если вам нужны бусы, берете бусы. Если же ваш противник сильно регенится, вам нужно замедлить ему скорость атаки, он регенится и так далее, и так далее. Взгляд Азеса работает постоянно. Минусы. Ну, в принципе, я в плюсах сказал. Моментальный урон — это ваша огромная проблема. Второй минус — это предметы. Не упали нужные предметы, сушите весла. Все. Конечно, вы можете еще перестроиться, добавить свою сборку и тому подобное. Но дальше, короче, эта сборка, боги-орки, она максимально сильная. Все персонажи полезные. Нет такого, что нет бесполезных персонажей. Поэтому, ребят, играйте, пробуйте, делайте кучу вариаций и наслаждайтесь. Сегодня ролик вышел валидольный. Я уже вчера говорил в вчерашнем ролике. Чувствую себя, не высыпаюсь, что-то такое. Короче, теряю мысли. Кому нужны мои проблемы, правильно? Надеюсь, ролик вам понравился, поэтому не забудьте ставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Хочу достичь 5000 подписчиков на ютубе, а 1000 в телеграме. Присоединяйтесь. Телеграм закреплен в комментариях. Всем удачи!